Всем привет, друзья! Решил я себе сварить большую лестницу, потому что посмотрел на цены на новые лестницы трехсекционные и немножечко подофигел. Есть у меня небольшие запасы арматуры. Это арматура десятка. В общем, хочу, это 3 метра, получается, кусочек арматуры. Хочу сварить 6-метровую лестницу. Хочу сделать так, чтобы она была разборная, то есть из двух частей по 3 метра. Поэтому мне нужно будет эту лестницу как-то соединять. Нашел я такие вот трубочки. Они просто идеально подходят по диаметру. Вот. Так вот, половинку трубы, чтобы вторая часть лестницы в нее вставлялась. 4 трубки для 4 стержней лестницы. Сначала сварю 2, так сказать, боковины для первой части лестницы. Между ними хочу укрепить по типу ферм треугольники. Значит, из проволоки шестерки сейчас буду резать кусочки. Вот так сейчас буду проваривать. Оставлю кусочек, чтобы трубки одеть, эти соединяющие, и потом уже между ними обварю. Он? Нет, мне нос мешает, я гундосю как придурок. Вот, 2 боковинки сварил на первую часть лестницы, заканчиваются трубками. Все, сейчас буду варить ступеньки на этой лестнице. Буду варить на таком же расстоянии, как прошлая моя лестница. Удобное расстояние, комфортное для того, чтобы подниматься. И вот также из 12-й арматуры. Десятка чуть-чуть прогибалась подо мной. Так, ну что, почти финал моей работы с первой частью лестницы. В общем, вторые ступеньки я решил не наваривать, потому что на той лестнице я, в принципе, весь дом, первый этаж построил. Мне нормально было. Ну, не скажем там прям нормально. Конечно, когда широкие ступеньки, то удобнее, но нормально побегал. Если мне прям будет неудобно, я себе всегда успею наварить. Но это лишняя тяжесть для лестницы, хотя она, в принципе, очень легкая получается. Я потом в конце видео, наверное, возьму весы, взвешу, сколько эта часть весит, ну и, соответственно, вторая будет столько же весить. Все очень надежно, лестница совсем не прогибается за счет фермы по бокам. Единственное, она вот так вот чуть-чуть играла, как холодец, поэтому пришлось вот такую вот ферму еще сделать на внутренней ее части. Также внизу приварил арматурку для того, чтобы когда ставишь ее на рыхлую землю, чтобы она не проваливалась в землю, не уходила штырем. Ну и, соответственно, по уровню выставил низ, для того, чтобы лестница по первой ступеньке всегда была идеально вертикально ровная. Сейчас вам продемонстрирую наглядную разницу. Вот поставил эту лестницу, по которой я бегал, строил первый этаж, и которую только что сварил. Сейчас посмотрите сами разницу между этой и лестницей, сваренной фермой. Короче, процент прогиба 0,0. И по такому же типу начинаю варить вторую часть лестницы. Вставил 2 арматурки в трубу до упора, сложил ферму и сейчас буду обваривать. Именно в такой последовательности, потому что если бы я сначала обварил, то потом, возможно, эти штыри нормально не входили бы в трубки. А так я их вставил, они как раз в продолжение очень даже хорошо заходят. И сейчас уже обварю. И так же самое с той стороны будет, чтобы потом вторая часть лестницы идеально входила в первую. Так, ну что, друзья, в принципе, финальный результат. Собрано из 2 частей. Внутри трубки заходит эта часть. Сейчас покажу, как разбирается, собирается.
достаточно просто разбирается и собирается. И сейчас, как обещал, покажу, сколько она весит. В принципе, сама по себе легкая, то есть один человек, среднестатистический мужик, может вполне себе легко ее поднять. Надеюсь, было видно, 31 килограмм. То есть одна половинка лестницы трехметровая весит 15 килограмм. Если надо, пользуешься одной частью. Если надо 6-метровая, то собрал. Тут я единственное, наверное, еще сделаю какие-то то ли скобы, то ли что, чтобы оно вот здесь вот было надежнее. Сейчас как-то попробуем ее опереть на стену, посмотреть, как она выдержит мой вес. Первое испытание в таком положении. Лестница провалила. Провалила не лестница, провалила вот эта арматурка. Начинает гнуться арматура внутри трубы. Не хватает сечения десятки арматуры, может 12, если была бы, то было бы нормально. Ну и еще здесь вот надо чем-то связывать, для того, чтобы был больше упор вот в самое ребро жесткости. Так, нет, товарищи, не привык я останавливаться на каком-то полудостижении. Если уже делать лестницу своими руками из арматуры, то сделать ее такой, чтобы она по прочности утерла нос любой алюминиевый за космические деньги. Короче, вот такие вот кусочки трубок я еще нашел, приварил по 4 с двух боков. И сейчас, сейчас у меня шпильки, теми, которыми я стены из полистиролбетона, щиты стягиваю. Вот этими шпильками я сейчас скручу в этих местах. В этих местах очень ответственно нужно проварить, потому что это чуть ли не весь вес будут держать вот эти вот 2-4 уха. Потом в будущем короткие какие-то болтики сюда вставить для надежности. И повторим наш эксперимент. Вот так вот прекрасно затянулись эти два уха друг к другу. Тут чуть меньше, но это до упора затянуто. Все затянуто хорошо. Продолжаем наш эксперимент. Ну все, друзья, вот этот результат меня абсолютно полностью устраивает. Как я и говорил, получается, саму лестницу от прогибания держит ферма. То есть я могу реально вот часть, допустим, положить горизонтально, я по ней пройдусь. И я уверен, что она не будет гнуться под моим весом. А здесь, когда уже стянуто надежно шпильками, или болтами, еще один вариант у меня, допустим, наварить здесь какой-то квадрат, сделать отверстие и какую-то как закладную такую вставлять, чтобы болтами не это вот, только закладная так ровненько, четко должна входить. И тогда тоже главная жесткость вот в этом вот месте. Все остальное здесь и здесь стопроцентная прочность. Вот самое слабое место соединения двух лестниц. Ну, как я только что показал, мой вес 80 килограмм на практически сколько там, 45 градусов лестница, хотя так, конечно, ее никто не ставит, выдерживает абсолютно с запасом. Могу с уверенностью сказать, что это надежная металлическая лестница, сваренная из арматуры своими руками,
которая будет служить мне не один год, а возможно даже и моим потомкам достанется. Для того, чтобы всякая пыль, грязь не забивалась внутрь трубок, потому что потом будет плохо входить, там набьется всякое болото, замотал скотчем. Так, друзья, последнее забыл, что вам сказать, это расходы материалов на эту 6-метровую лестницу. Значит, из двух частей по 3 метра, это 4 прутка 10 арматуры, 3, 6, 12, 24 метра. 10 арматуры, ступеньки я делал из 12 арматуры, ровно 20 ступенек на 2 лестницы, здесь больше. 20 ступенек по 40 сантиметров, значит 8 метров. Внутри вот эти вот раскосины 10 метров, арматура 8, вот эти вот ферма. И здесь вот это вот резал 6 проволоку, вон она в мотке у меня, пошло примерно 18-19 метров. Все, друзья, надеюсь, видео было полезным. Спасибо за просмотр. До новых встреч.